Господа, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия, успехов. Самое главное здоровье. Все остальное будет. Вы все время мне пишете: Павел, покажи свой домашний музей, покажи коллекцию свою. Еще раз отвечаю вам, друзья, никакого музея нет и коллекции тоже нет. За исключением того, что есть там штучные какие-то экспонаты, назовем их так. Они даже не столько найдены мной, откопанные, сколько подарены или поменены на что-то. Никогда не ставил своей целью создать какую-то коллекцию и так далее и тому подобное. Но ввиду деятельности все равно что-то осталось, что-то там приобрелось так или иначе. Я это считаю интересным, где-то достаточно редким, поэтому делюсь этим с вами. О, смотрите, спит вон Джек Рассел. Так вот, сразу хочу всех неровно дышащих, особо впечатлительных и обеспокоенных предупредить. Друзья, данное видео не несет в себе никакой пропаганды, идей фашизма, нацизма и всего, что с этим связано. Всей этой нечисти, никакой пропаганды, демонстрирую только в художественных и ознакомительных целях, как неотъемлемый фрагмент истории. Из книги страниц не вырвать, друзья, но те, кто читал антиутопию Джорджа Оруэлла 1984, наверное, бы со мной поспорили. Вот они, те редкие предметы, которые есть у меня. Такой вот общий план. Сейчас понемногу расскажу о каждом из них. Я извиняюсь, если там на фоне немного стул скрипит. Тоже подбешивает меня. Что-то вы уже видели из этого. Что-то нет. Ну, начну, пожалуй, со своего любимого экспоната. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. И это тот самый дедушка. Его, кстати, выкопал лично я. Черняховский район, некогда Инстербург, где-то на хуторе с Тимуром, помню, копали, и попался вот такой гном-рудокоп. Вот он в бочке тащит, я не знаю, что, руду, наверное, раз он рудокоп. Так мне его определили. Такой прикольный он, вот патина зеленая присутствует. Вообще он похож на героя фильма «Пираты Карибского моря» своей бородой. Помните, там такой дядька был? Генерал мне потом сделал под него подставку. Кстати, подставка имеет происхождение из дерева, которое называется африканский тик. Кстати говоря, с палубы знаменитого парусника, человека и парохода Ивана Федоровича Крузенштерна. Это когда ремонтировали Крузенштерн, вот отходы в виде досок палубы были.
Вот из нее генерал мне запилил в прямом и переносном смысле слова такую подставку, за что ему большое спасибо. Ну и здесь прорезь под монетки. Это Сигизмунды, троячки, тоже мной выкопаны. Такие вот монетки. Одна и вторая. Довольно приятный рельеф. Смотрите, красота какая. Приятно смотреть на них. Вот он, дедушка. Вот такой вот. Уже года 3, наверное, он стоит у меня. Радует. Здесь у нас открытка. Ну, местные жители Калининграда и области сразу же узнали, наверное, это место. Это биржа знаменитая. Ныне дворец культуры. Всякие сейчас там арт-выставки проходят и т.д. и т.п. Видите, какие-то даже надписи есть. По-моему, сзади тоже что-то есть. Ну да. Карл Франке. Херр Карл Франке. Отправитель, адресат и марка. Плавно история перетекает вот в этот стакан. Он мне тоже очень нравится. Недавно вы могли видеть его видео. Сначала, как он был выкопан. Точнее, выкопана была бутылка, а уже позже генерал своими золотыми руками довел ее до вида вот такого стакана. Генерал довел бутылку вот до такой жизни. Не мега-супер идеально, да, но достойно выполнен стакан. Кёнигсберг. Пиво было. Такой вот стаканчик. Карту Кёнигсберга я поставил так для фона. Иногда смотрю на нее, изучаю. Так, ну раз пошли мы по бутылкам, то, наверное, тоже те, кто является постоянным зрителем канала, еще не забыли тот выпуск, когда была выкопана вот эта бутылка со средством Альпицин. Средство, стимулирующее рост волос. Кстати говоря, в Кёнигсберге даже ездили трамваи с рекламой данного средства. Также я обещал нанести данное средство на свою лысую голову, если там одно из видео наберет сколько-то лайков. Но этого не произошло и, судя по всему, не произойдет. Поэтому и наносить его я тоже не буду. Вот такое средство с оригинальным содержимым. Открывать его я, конечно, не буду, потому что вполне может быть ядом. Идем дальше. Ну, те, кто давно на канале, наверное, тоже помнят выпуски. Интересные выпуски.
Прям такая там была журналистская работа, проделанная совместно мной и Карстоном, моим корешем, подписчиком из Германии. Именно он прислал мне эту табличку адресную. Кто еще не смотрел, друзья, обязательно переходите на канал и смотрите видео, которое называется «В 2 шагах от киллеров, готовивших покушение на гауляйтера и обер-президента Восточной Пруссии Эриха Коха». Переходите, смотрите. Ну, как видите, это вот адресная табличка с адресом Кёнигсберг, Пруссия, Кёрт-аллея 41. Кёрт-аллея — это улица Кутузова в Калининграде. Дом 41 по-прежнему стоит. По фотографиям все совпадает. По предыстории все совпадает. Так что, кто не смотрел эту историю, это расследование, обязательно переходите и посмотрите. Там даже 2 выпуска было на эту тему, которые касаются... Вот эта вот табличка, она имеет, пусть косвенное, но отношение к покушению на персону, на историческую личность, на гауляйтера. Адресат здесь Эрих Каррер, унтершарфюрер. Найдено, между прочим, рядом с виллой СС под Берлином. Вот такая цинковая табличка. Тоже вроде простенькая, а такую историю за собой тянет, друзья. Так, переходим к письмам. Что это у нас тут? Что за гильза? Ой, ладно, потом, позже про них. Про гильзы, про кокарды. Письма. Тут хочу передать привет тоже своему другу, давнему подписчику Юра со Швеции. Юра, привет тебе большой. На днях только общались. Это письма, которых немало. Какие-то из них удалось перевести, какие-то нет. Многие из них имеют почерк написания, шрифт, который очень тяжело прочитать, потому что он на старый лад выполнен, там готики и так далее и тому подобное. Даже коренные немцы с трудом читают эти тексты этих писем. Но что-то удалось нам прочитать. Те, кому интересно, также можете откатиться на несколько лет назад в видео на моем канале. И несколько писем мы там разбираем, рассматриваем, расследуем. Так что тоже они у меня хранятся. Это было очень интересно. Очень и очень интересно. Юра, тебе еще раз большое спасибо и привет. Ну вот гильзы, раз они здесь рядом. Есть 2 вот таких вот гильзы у меня. Гильзы часто на раскопках попадаются. Мы их не снимаем даже. Они попались, в сторону их откинул и пошел дальше. Но здесь примечательны клейма. Как вы видите, руны изображены. 1938 год и ДВМ. ДВМ. Вот пробитие, когда такое продолговатое капсуля, это говорит о том, что они пулеметом были стреляны, отстреляны. Поскольку до Второй мировой войны СС была подконтрольной НСДАП организацией, то собственные заказы на амуницию СС приходилось размещать в коммерческом порядке. Насколько известно, было выпущено всего 3 партии, по 1024 ящика каждая.
Во время начавшейся войны части СС уже получали боеприпасы наравне с вермахтом, а поэтому отдельные клейма исчезли. Так, идем дальше. А дальше у нас довольно-таки редкая кокарда, которая крепилась к пробковому шлему Кригсмарine по африканскому корпусу. Такой орел с небольшими утратами в патине. Кто тут у нас на птицу пришел? А кто у нас на птицу пришел? Джоли. Джоли. Поздоровайся. Поздоровайся с ребятами. Поздоровайся, да, молодец. Африканский корпус, друзья. Das ist Afrika. Вот они, крюки. Были у меня и другие награды, но что-то как-то все я то раздарил, разыграл в конкурсах. А вот этот железный крест по Первой мировой войне, это мы с Карстоном, по-моему, поменялись, да. Такой хороший сохран у него. Такой вот второклассник. Первушный. Тоже остался у меня. Ну, так как он достаточно приятного сохрана. К тому же по Первой мировой. Довольно приятный экспонат, друзья. Что ж. Вас таким не удивить, наверное. Поэтому идем дальше. Идем дальше. Дальше идет вот такая коробочка. Коробка в оригинале от часов. Вальтер Бистрик. Я так понимаю, позолоченные и серебряные часы, которые произведены в Кёнигсберге. Видите, номер, тут все. Но часов нет, а коробочка есть. И она мне очень нравится. Она закрывается. Такая приятная. Я ее на аукционе где-то купил. Такая прикольная. В нее можно что-нибудь класть. Опа. Бах. Тут жетончик лежит. Половинка. Это финансовое управление таможни Кёнигсберга. Восточная Пруссия. Цинковый. Цинковый, бодрый половинчик такой. Ну, тоже с Кёнигсбергом какую-то связь имеет. Поэтому интересно. Недавно вот этот жетон мы с вами обсуждали. Он Колин был. Я выменял его у него. Что-то он мне нравится. Вот тоже такой прикольный он.
какой-то ресторанный, такой восточно-прусский. Ассоциация против обнищания пивоваров в Восточной Пруссии. Кот, мужики пьяные под столом валяются. Бочка с пивом, надо полагать. Вот так вот. Помните вы его, да? Тоже. Так, дальше. Дальше у нас идет с вами кольцо. Такой перстень серебряный с черепом и костями. В немецком вермахте и СС символ прочно закрепился на штандартах многих подразделений, на петлицах бронетанковых войск и дивизионных знаках. Особенно часто мертвая голова использовалась в качестве центрального элемента на солдатских и офицерских кольцах и перстнях. Эти кольца изготавливались на заказ в ювелирных мастерских из широкого спектра материалов, как цветных, так и драгоценных металлов. Известно несколько десятков разнообразных дизайнов, используемых для подобных изделий, зависящих, видимо, только от умения и фантазии мастера и материальных возможностей заказчика. Дополнительными элементами, украшающими такие кольца, обычно были орнаменты из дубовых листьев и изображения змея-искусителя. Также в те времена считалось модным украшать глазницы черепов драгоценными и полудрагоценными камнями одного или разных цветов. Дальше вот такой элемент фурнитуры, снаряжение амуниции вермахта и СС. РЗМ, клейма. Так, ну что, вот пару элементов еще по стеклу рассмотрим, по посуде. Вот такая пепельница есть у меня, рекламная. Перед вами не что иное, как реклама фарфора и стекла одного из производителей из Кёнигсберга, Йозефа Вейдлиха. Подобные пепельницы в разных исполнениях часто можно встретить на торговых площадках антикварных, на аукционах. Данные пепельницы не являются редкостью. Но сам факт того, что она целая, без реставраций, сколов и т.д. и т.п. привлекает. Этим она и радует меня. Ну и вот крайние экспонаты, которые попали ко мне совсем недавно. Такая десертная тарелка по ресторану, который в Кёнигсберге был, наверное, самым популярным. Располагался он в Королевском замке. Назывался Блютгерихт, что в переводе «кровавый суд» имеет название. Посуда скандальная, это постоянно ведутся споры на ее счет. Красная, черная, выкапывают, не выкапывают. Клеймо покажу. Саксония.
Тем не менее, я вам скажу так, друзья, в Краеведческом музее на выставке стоит красная посуда и черная, если не ошибаюсь, тоже. Это получается десертная тарелка. А вот это маленькая. Это для кускового сахара, для рафинада. Тоже клеймо. Вот, собственно говоря, друзья, товарищи и подписчики, а также хейтеры и весь мой музей. Вы просили показать очень сильно, я вам показал, так что не обессудьте. Ну, мне лично какие-то вещи очень нравятся, особенно те, которые тянут за собой продолжение каких-то историй, расследований. Это действительно интересно. Так что поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю вам крепкого здоровья. Желаю вам прекрасно провести выходные, отдохнуть, набраться сил. Всего вам самого наилучшего в наступающем году. Подписывайтесь, друзья. Также вы всегда можете поддержать канал. Есть во время прямых эфиров есть такая функция «Супер спасибо». Там люди со всего мира могут какие-то платные стикеры купить, и оно все при монетизации в конце месяца учитывается. Всем поддерживающим всегда большое спасибо. Передаю всем привет. И Жоржу Милославскому, Сереге тем более. Всем пока. Также сейчас подал заявку в Ютубе. Там функция спонсорства есть. То есть тоже можно стать спонсором канала. Там какие-то типа взносы делаешь. И открываются дополнительные возможности. Ранний доступ к видео. Там всякие приколюшки мелкие и т.д. и т.п. Так что, друзья, все, кто хочет поддержать канал, welcome. Не обязательно, но приветствуется. Пока-пока.